Всем хюрюгарю, это Дартачала. Не знаю, насколько это правильно так начинать, но я решила, что это того стоит. Этот ролик про то, как я делаю L из тетради смерти. Слеплен он из самозатвердевающей глины, но в основе основ лежит, как и полагается, фольга. Он у меня будет сидеть на своем кресле. Причем, опять же, при поиске референсов и фигурок Элла никогда на нем не видно. Максимум полосатые кресла, на которых он сидел в отелях. Хотя, как по мне, именно этот стул играет наиболее важную роль. Ведь у Элла он появился, когда детектив построил небоскреб ради поимки Киры. Ну и еще он на нем и умер. Кресло изначально планировалось, что будет крутиться. Причем как и колесики, так и сама основа. В итоге ничего особо и не крутится, но это не важно, ведь сейчас на видео я действительно так думаю. Колеса должны крутиться, и делать их из холодной сварки ненадежно, ведь они не будут идеально ровной формы, поэтому я купила вот такие бусины и насаживаю их на проволоку, а потом уже и в сам стул. Далее придаю форму L и остальным частям кресла, кроме спинки, так как с ней возникли некоторые сложности, о которых чуть позже. В далеком июне 2023 года начала смотреть это аниме. Я наблюдала за самым лучшим школьником Японии, который из-за скуки решил подобрать тетрадь, свалившуюся из воздуха. Сериал быстро взял развитие сюжета, и уже чуть ли не со второй серии мы начинаем наблюдать за великим противостоянием двух гениев, Лайта и Эл. До поры до времени. Но потом все равно придется вновь наблюдать за старым новым противостоянием. Старым, потому что если соединить Мэла и Ниа, получится Эл, ну или что-то сильнее, раз уж они вместе смогли поймать Киру. Замечаем, какие эти два ума сильные и интересные, и наполняемся крутостью. Хотя, по сути, мы здесь выступаем в роли Рюка, который за всеми их гениальными шагами наблюдает. А в жизни мы скорее Мацуда. Однако, не стоит это расценивать как что-то плохое, ведь Мацуда единственный, кто свято верил Лайту, и узнав правду, именно он стрельнул в плечо Ягами и был готов с ним расправиться. Вернемся к спинке кресла. Она имеет изогнутую форму, прилепки из самозатвердевающей глины, этот изгиб постоянно трескался. Приходилось заделывать пробоины, что привело к достаточно толстому слою. Также кресло немного закруглено с боковин, и в итоге спинка получилась достаточно увесистой по сравнению с другими деталями кресла. Пришлось прибегнуть к использованию дешевого, легкого, не выделяющегося от общей стилистики материала папье-маше. Материал легкий, просто создание. Папье-маше получилось слишком жидким и хрупким, и сама форма получилась... Но не получилось, поэтому пришлось думать дальше. Додумалась аж до легкого пластилина. На сей раз получилось отлично. Главное перекрыть эту пористую поверхность грунтом и красками, что я далее и сделала. Вышло неплохо. Эл у нас такой умный из-за того, что много ест сладкого. Особенно то, что содержит клубнику, на которую у него нет аллергии. Энергия из вкусности тратится сразу на думы, как и его поза для сидения. Без нее он теряет 40% продуктивности. Мне кажется, это самый серьезный пирожок, который я когда-либо видела. Параллельно лепке я буду рассказывать о некоторых мыслях про само аниме, на которые я хотела обратить внимание. Первое — это дубляж. Официально их существует два. Из Питера, который был сделан по заказу Мега-аниме. Дубляж вышел в 2008 году на телеканале «Дважды два». А также есть дубляж из Москвы от СВ-дубля по заказу кабельного канала Фэн в 2019 году. Каст актеров мне нравится и там, и там. А вот что касается самого дубляжа, ну, так скажу, косяки есть и там, и там. Но все же значительное большинство неточностей было именно у «Дважды два». Их особенно можно заметить по дырам в сюжете или мелким недосказанностям. Со злодеями надо бороться. Бескомпромиссно. Кира должен быть наказан. К тому же я поклялся себе, если с тобой что-то случится, я лично отправлю Киру на эшафот. У СВ-дубля такое тоже есть, но в меньшем количестве. Найдена еще одна предсмертная записка. Эл, учти, боги смерти любят яблоки. Эл, учти, боги смерти любят яблоки. Боги смерти любят яблоки, Эл, учти. Краснорукие они.
У московского дубляжа 100% перевод был сделан с английского, и практически все ошибки были именно из-за английского дубляжа. А вот главный минус «Дважды два» — это то, что надписи они не переводят, из-за чего в некоторых моментах приходится только гадать, о чем идет речь. Да и озвучка, особенно лайта, оставляет желать лучшего. У СВ-дубля интонационно гораздо лучше сделано. Не Кира Рюзаки. Я не собираюсь признаваться. Я понимаю, что, ведя расследование, ты пришел к выводу, что я Кира, но это неправда. Я вовсе не Кира. Можешь увеличить мое изображение и посмотреть мне в глаза. Разве это глаза человека, который способен лгать? Но при этом у «Дважды два» частенько, даже без дыр, получается перевести планы лайта гораздо понятнее, чем у СВ-дубля. Вот топ моих любимых косяков, и не только, с двух сторон. Нашей мисс Университет. Ты ведь самая красивая девушка в этой школе. Я в номере 2001. Закончи, пожалуйста, чтение. Да. Прикончи этого подлеца! Отсюда! Сейчас как пиздану! Если он не Эл, это то же самое, что заявиться к нему и сказать: «Приятно познакомиться, я Кира». Это Эл. Чудеса. В общем, лично я бы предпочла бы СВ-дубль. У них таких неточностей в разы меньше, но и облажаться они тоже могут, так что надо быть осторожней. Итак, я успела покрасить стул и кружку, загрунтовать Эл, а потом я забросила проект на 2 года, начала заниматься другой фигуркой, и, наконец, время пришло вернуться и к этому первенцу. Последнее, что с ним произошло, это то, что он упал на пол и немного потрескался. Пришлось его склеивать, а потом и долепливать, к сожалению. Удивительно. И самозатвердевающая глина и легкий пластилин у меня за это время превратились в камень. Поэтому мне показалась хорошей идеей доделать его при помощи фольги. Несмотря на то, что я вначале назвала Эл булочкой, это, естественно, не так. Он очень жесток, что показывает, например, эпизод допроса и казнь. Он ради своих целей готов пойти на многое, как и Лайт. У них свое понимание справедливости и рамки дозволенного. Эл готов на все, но без убийств. Максимум пытки — это если считать смерть подставного преступника вынужденной мерой, плюс его и так бы казнили, ну и то, что был риск убийства певца, будь Кира глупее, что практически исключено. А Лайт устранит всех, кто стоит на его пути, и практически всегда это летальный исход. Кстати, например, поэтому гениальный перевод слов «не» от СВ-дубля здесь кажется достаточно смешным. Устраним обоих, и убийства прекратятся. Но это нарушение закона. А мы с Эл действуем только в его рамках. Возвращаемся к легендарному заделыванию трещин с помощью фольги. Получилось не так уж и плохо. Что-то можно было и просто клеем склеить, если это что-то совсем маленькое, микротрещины так называемые. Что-то можно фольгой, только я не учла тот факт, что вместе с фольгой я приклеивала и свои пальцы. Поэтому мне быстро что-то фольга разонравилась. Но то, что я приклеила, так и осталось на нем, лишь только ручку, которую он поднес к лицу, чтобы понюхать пальчик, пришлось долепить новым легким пластилином. Кстати, именно из-за фольги и клея мне пришлось руку именно в районе носа расположить, потому что по-другому он не клеился, а я тогда свято верила, что я смогу фольгой все заделать. По задумке он должен этой рукой за ручку чашки держать, но итоговая поза тоже ему подходит. Такой типа дохуя умный и загадочный. После того, как подшкурила все, я покрасила кресло, нанеся как грунт на место фольги штрих. И затем я соединила все детали кресла воедино. Частый поинт про Ниа, что, дескать, он берет всю информацию откуда-то из чертогов разума, в то время как Эл делает разумные суждения по фактам. Ну, не знаю, у меня такого не возникло. До Миками Ниа догадался достаточно просто. Можно было предположить, что Кира считает себя богом, а значит самолюбив и ставит себя выше других, поэтому, взяв настолько очевидного человека, это просто шаг, чтобы тот же Ниа смог его найти. Очевидно, что Лайт выбрал именно Миками, потому что он обращался к Кире публично, и потому что лицо Киры стало Киоми, та, чье появление в эфире можно увидеть вместе с Теру. Плюс она также в открытую заявляла, что Кира ее кумир, причем и на самой передаче. Ну и когда СПК начали следить за Теру, то обнаружили, как он явно показывает тетрадь.
А обычный человек ничего не знает про тетрадь, значит, ему сказал так делать настоящий Кира. Плюс то, что Джованни не увидел бога смерти, лишний раз подтвердило, что тетрадь фейк, а убийство Такады помогло обнаружить настоящую тетрадь. Все логично. Самое нелогичное — это только лишь наследство Эл. Почему у нее пришлось заново собирать информацию? Как он тогда узнал про тетрадь? Это действительно дырка, но на ход мысли Неа это никак не влияет. Поговаривают, что в манге Неа больше раскрывают, и его логику можно понять еще лучше. Но они стоят, ё-моё, пока что не мой уровень, но может когда-нибудь ознакомлюсь с первоисточником. Что еще касается кресла. Я 3 года назад планировала, чтобы оно крутилось, как я ранее говорила. Но тогда, как штифт, нужно было использовать что-то потолще, чем, блять, разогнутая скрепка. Поэтому я склеила, чтобы у Эл было меньше шансов упасть. Далее окрашу Эл. Начала с цвета кожи. Он у него такой еле заметный, потому что практически не спит. Стоит отметить логику и то, что Лайту очень много раз фартило. Это факт. Но после моего взрыва заднего прохода, когда появился Рэй Пенбер и его невеста, я уже стала лояльнее относиться ко всем подобным факторам на пути Лайта. Серьезно, как можно назначить следить за Кирой и дать настоящие документы, а не поддельные? Как их можно показать первому встречному, тем более тому, кого подозревают? Ну да, Пенбер уже не подозревал. Я понимаю, что он дебил. Понабираю всяких. Но неужели ему сложно додуматься, что не зря, наверное, он выполняет свою работу? Хотя нам скажут, что Пенбер согласился на это дело лишь чтобы повидаться с семьей своей невесты, но это никак не оправдывает его халатность. Хоть бы, блять, в отчете об этом написал, или об этой встрече вообще никто не должен знать совсем, да и ситуация максимально странная произошла. Но у Пенбера совсем нет критического мышления. Ну это ладно. Женщину поставил на место и сидит спокойно. Слушай, ты в самом деле была великолепным агентом ФБР, но сейчас только моя невеста. Ну вот его невеста, она до всего догадалась, ломилась в полицию, работала с самим Эл, как член ФБР, а тут школьник, сын главы по делу расследования, хочет, чтобы она не донесла информацию до штаба, чтобы дала свои личные данные, постоянно за ней ходит и не хочет ее отпускать. Как можно было в итоге повестить на самую очевидную манипуляцию? Такой бред. А главное, никаких свидетелей этому. Не те, что стояли у стойки, ничего не сказали. Айзава, который из-за снегопада не увидел единственных людей, что стояли около полиции. Да и как так? В офисах камеры есть, у Эл есть деньги на жучки и камеры, а камеры около госучреждения отсутствуют. А если его подожгут? А если граффити нарисуют? Они должны там стоять. Ну нет же. Это так мне выносит мозг каждый раз, что далее на все эти многоходовочки ты смотришь уже с куда больше примирением, чем обычно. Ни на Рэм, проникшуюся к обычной девушке Мисси, ни на то, как удачно Рэм выбрал нового Киру, как почерк Лайта никто не признал, как не задают никаких вопросов, почему Кира отправила им тетрадь. Нужно закрыть глаза на все неточности и удачно сложившиеся обстоятельства и кайфовать от нового шага великих умов. Даже если среди этих великих умов Неа и Мелла. Создатели аниме их совсем не раскрыли, но надо заценить и их умственные способности. Далее сверху чуть-чуть из аэрографа крашу волосы в черный цвет. Затем джинсы, как видите, про маскировочную ленту тоже не забываю. Джинсы у него необычные, точнее цвет. Мне показалось, что они уходят немного в зеленый, поэтому этот цвет тоже участвовал в замесе. Затем меняю всю ленту и крашу свитшот белым, ну или скорее светло-серым, и чуть серым, чуть более серый, чем тот серый, если вы вдруг не поняли, прохожусь на местах складок, часть из которых я пролепливала еще 3 года назад. Кисточкой прорисовываю его личико и складки, более детально, закрывая все неточности и те черные пятнышки после моего покраса из аэро черной краской. Затем покрываю лаком. Резюмируя и стараясь не сильно повторять то, что говорят в других роликах, я бы сказала так. Лайт был обычным школьником, действительно не обделенный умом. Его жизнь была для него скучна, она превратилась в рутину. На больших экранах, да и на улице видишь кучу насилия. Повсюду люди, которые мыслят предсказуемо и прозаично, не дотягивают до уровня лучшего школьника Японии. Все это наводило на него тоску. Не будь ему скучно, он бы и не заметил тетрадь.
Когда Лайт взял ее в руки, у него возникли сомнения. Он на самом деле считал, что нельзя лишать жизни других людей, какими бы плохими они ни были. Но испытав ее в деле, увидев, как одна смерть способна спасти жизни других ни в чем не повинных людей, Лайт все же приходит к выводу, что это выход. Так действительно можно изменить мир к лучшему. Мания величия, максимализм и скука, а тут еще и в руки попадает такая новая власть, это и создало из Лайта Киру. То есть, без тетради Лайт действительно не видит себя в роли Киры. Эпизод, когда Лайт ничего не помнил про тетрадь, нам об этом и говорит. Он об этом задумывается, мог ли он так поступать ранее, но находит в себе силу признать общепринятую норму справедливости, хотя это достаточно забавно говорить о том, достоин ли преступник смерти в стране, где существует смертная казнь. Ну да ладно. Эл также умен, ему также довольно скучно без дела, а тут появляется Кира. Эллу тоже свойственна высокая самооценка по отношению к себе. Не терпит поражения, у него тоже есть свое представление о справедливости. Однако, в отличие от Лайта, Эл готов смириться с поражением. Вообще, стоит все же уделить внимание той самой сцене с ногами из последней серии для жизни Эл. Понятное дело, что она существует, к сожалению, не для фан-сервиса, а для раскрытия персонажей, которые можно неоднозначно трактовать. Эту библейскую отсылку я бы трактовала, что Лайт позволил Эл вытирать ему ноги, потому что действительно возомнил себя выше него, возомнил себя богом, а Эл тем, что вытер ноги, показывает, что он смирился с поражением, готов упасть к ногам, а также то, что не держит зла на своего врага. И вообще, по сути, здесь Эл выступает богом, если так можно сказать. Кстати, есть еще одна примечательная деталь. Глаза Эл вблизи показывают ровно такими же выпученными и косящимися, как и у Рюка, у бога смерти. А у Лайта они всегда будут как у человека. Разные кондиции. То обычные, то милашка-няшка Лайт кончик. То красные, то как у дьявола, но всегда они человеческие. Так я бы сделала вывод, что Эл ближе к богу, если опять же так можно выразиться, чем сам Лайт. Да и к тому же, Эл куда более религиознее, чем Ягами. Так вот, Эл собирает по ходу расследования мини-улики, ведущие к Кире, но так и не смог обвинить его. Он посчитал важным отдать свою жизнь, чтобы лишний раз подтвердить свои слова. Если я в ближайшее время умру, ваш сын и есть Кира. Он думает, что если я Кира, то тут два варианта. Либо я притворяюсь невиновным, либо сила Киры перешла от меня к кому-то другому, и я забыл, что когда-то был им. И он хочет понять, где правда. В первом случае, когда я вру, он никогда не снимет наушники. Даже если бы я не притворялся невиновным, он бы не снял их. Юзаки до сих пор подозревает меня, даже если он предполагает, что я передал силу Киры кому-то другому. Он уверен, что я спланировал так, что она вернется, когда с меня снимут все подозрения. Эл не думает, что он это манипулировал. Он уверен, что я жду подходящего момента, чтобы вернуть себе силу Киры. Да, я готов. Я тоже хочу отомстить за смерть Рюзаки, Лайт. Эл не то что проиграл, он сдался. Возможно, в том числе и от мысли, что может быть неправым. У него нет достойного и истинного соратника, который способен помочь, в отличие от Мэла и Ния. Из-за того, что Лайт и есть Кира, раскрыть дело не получится. Поэтому спустя несколько лет появляется недодуо в виде Ния и Мэла. Пусть им и не дали раскрыться в аниме, но даже по тем 11 сериям можно плюс-минус понять цепочку их мыслей. Благодаря убийству Мэла подтвердилось, что тетрадь фейковая и что Такада убивал людей за мест Икс-Киры. По сути, самоотверженность от самого эмоционального героя помогла расследованию тому, с кем он конкурировал. Только соединив силу двух преемников Эл, получилось поймать Киру. Власть развращает. Тетрадь и есть власть. Тетрадь и есть зло. Лепить из самозатвердевающей глины сродни с пыткой. Она красит руки, дает вечные трещины из-за усадки. Плюс ждать, пока она высохнет. В общем, менее пластичная и универсальная, чем глина. Но я рада, что я доделала эту фигурку в итоге, и что появился повод пересмотреть аниме заново. Как-то вот так вот. Получилась вот такая фигурка, которой пришлось долго ждать, чтобы ее довели до ума. Мне кажется, сама фигурка получилась не настолько всратой и страшной, как могло быть, что уже хорошо. Хотя изначально были проблемы с тем, чтобы Эл без проблем входил в кресло. Из-за этого сама ручка ломалась несколько раз, и ее приходилось переделывать. Но благо, это все в прошлом. Сама тетрадка вновь стала мне попадаться в ленте, вновь эдиты в ТикТоке с ней стали резко набирать, да и аниме за почти 20 лет, а манга и того уже старше, вошла в классику.
Если честно, на данный момент это до сих пор единственный аниме-сериал, мною посмотренный. Это не навсегда, но это о многом говорит о нашем обществе. Цените жизнь, не отбирайте ее у других, насколько бы не хотелось. Носите шапку зимой, не болейте. И на этом все. Миру мир. Буба! А тут школьник, сын главы по разделу. Питерский, блядь, отдел по разделу.